Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы, конечно, помните, что как-то я шила лоскутную юбку. Она мне очень нравится. Хожу в ней на работу, работаю в библиотеке. Никто в обморок не падает, люди рассматривают с интересом. Все хорошо, но она очень широкая, и мне в ней холодно. Отсюда вывод. Надо шить нижнюю юбку. Тем более, что у меня есть еще и другие длинные юбки. Очень часто нижние юбки шьют белого цвета, но мне хочется темную. Нижнюю юбку планирую шить так, чтобы из-под подола верхней на 10 сантиметров выглядывал кружевной край. У меня хорошее широкое кружево. Шить юбку начнем снизу. Припасла хорошую плотную вязь темно-серого цвета шириной 150 сантиметров. Приготовим полосу с шириной 23 сантиметра и длиной 3 метра. Приступим к пришиванию кружева. На изнаночную сторону вязи уложим кружево и прошьем на швейной машинке. На следующем этапе отогнем кружево на лицевую сторону и проложим строчку. Обратите внимание, что при таком способе обработки на лицевой стороне все чисто и аккуратно, и на изнаночной тоже все закрыто. После этого продолжаем работу. Готовим эту оборку, чтобы к ней присоединить верхний ярус. По краю проложим строчку, на которой потом соберем мелкие складки. Второй ярус будет не такой широкий. Нам надо сформировать силуэт юбки. Выкроим полосу шириной 38 см и длиной 150 см и пришьем ее к верхнему краю нашей оборки. Сборку старайтесь распределить равномерно. Потом надо обработать открытые срезы. Если нет оверлока, то можно прошить по краю зигзагом. Затем это соединение разворачиваем и отстрачиваем. Теперь верхний край юбки мы также присбариваем, но здесь главная мерка – объем бедер. Добавим сантиметров 6 на свободное облегание. Подготовим полосу вязи для верхней части. Ширина 22 сантиметра, длина 120. Девочки, вы понимаете, что я вам говорю свои размеры. Вы уж смотрите по себе. После того, как пришили верх, надо прошить боковой шов. Затем переходим к оформлению верха юбки. Самый простой вариант – подогнуть верхний край и вставить бельевую резинку. И готова замечательная нижняя юбка. Специально показываю, как она выглядит. В принципе, если шить по такому принципу из другой ткани, то можно носить самостоятельно. А вот так она выглядит в комплекте с верхней лоскутной юбкой. Выглядывает кружевной край. Эту нижнюю юбку можно носить с любой другой длинной юбкой или с платьем в стиле бохо. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои группы в ВК и Одноклассниках, чтобы не пропустить мои новые видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!